В самом сердце Центральной Азии, где горные хребты Памира и Тяньшаня возвышаются над долинами, раскинулась страна древних традиций и богатой истории – Таджикистан. Здесь, среди заснеженных вершин и плодородных долин, растет дерево, которое стало символом жизни, мудрости и щедрости природы – тутовник или шелковица. Это дерево не просто часть пейзажа, оно вплетено в саму ткань таджикской культуры. Дерево жизни – тутовник. Тутовник или шелковица на таджикском «тут» – это дерево, которое можно встретить почти в каждом уголке Таджикистана. Оно растет в садах, вдоль дорог, на склонах гор и в долинах. Его листья, плоды и даже кора на протяжении веков служили людям. Тутовник – это не просто дерево, это источник жизни. Плоды тутовника сочные, сладкие или кисло-сладкие ягоды, которые бывают белыми, розовыми, красными или почти черными. Их едят свежими, сушат, варят из них варенье, делают сиропы и даже вино. В Таджикистане сушеный тут – это традиционное лакомство, которое хранится всю зиму и напоминает о теплых летних днях. Но тутовник – это не только пища. Его листья – основной корм для шелкопрядов, которые производят шелк. Шелководство – одна из древнейших отраслей в Таджикистане, и тутовник играет в ней ключевую роль. Без него не было бы знаменитых таджикских шелковых тканей, которые славились на Великом Шелковом пути. Таджикистан – страна, через которую проходили караваны Великого Шелкового пути. Этот древний торговый путь соединял Восток и Запад, а Таджикистан был одним из его ключевых узлов. Города Худжанд, Пенджикент и Старавшан, бывший Уратюбе, были важными центрами торговли, культуры и ремесел. Тутовник был неотъемлемой частью этого пути. Шелк, произведенный в Таджикистане, высоко ценился в Китае, Персии, Византии и даже в Европе. Караваны везли не только ткани, но и сушеные плоды тутовника, которые считались деликатесом и лекарством. В те времена тутовник был символом богатства и процветания. Тутовник в таджикской культуре. В Таджикистане тутовник – это больше, чем дерево. Это часть национальной идентичности. Его образ встречается в фольклоре, поэзии и музыке. Таджикские поэты, такие как Рудаки, Джами и Хафиз, воспевали красоту природы, и тутовник часто упоминался в их стихах как символ жизни и мудрости. Тутовник также играет важную роль в традициях и обрядах. Например, в таджикских селах до сих пор сохранился обычай сажать тутовник при рождении ребенка. Считается, что дерево будет расти вместе с ребенком, защищая его и принося удачу. А когда дерево начинает плодоносить, его ягоды становятся символом изобилия и счастья. С тутовником связано множество легенд. Одна из них рассказывает о том, как дерево стало символом бессмертия. Говорят, что в древности жил мудрый старец, который посадил тутовник и ухаживал за ним всю жизнь. Когда он умер, дерево продолжало плодоносить, а его ягоды дарили людям здоровье и долголетие. С тех пор тутовник считается деревом жизни. Другая легенда связана с шелкопрядом. Согласно преданию, однажды принцесса, отдыхая под тутовником, обнаружила кокон шелкопряда. Она размотала его и создала первую шелковую нить. Так началось шелководство, которое стало важной частью культуры Таджикистана. Сегодня тутовник продолжает играть важную роль в жизни таджиков. Его плоды используются в кулинарии и медицине. Сушеный тут – это не только лакомство, но и источник витаминов, который помогает пережить долгие зимы. Из ягод делают бекмес – густой сироп, который добавляют в чай или используют как натуральный подсластитель. Тутовник также стал символом экологического движения в Таджикистане. В стране, где леса занимают лишь небольшую часть территории, посадка тутовника помогает бороться с эрозией почвы и улучшать экологию. Это дерево неприхотливо, устойчиво к засухе и может расти даже на бедных почвах. Таджикистан – это не только тутовник. Это страна невероятной красоты, где горы фанских хребтов отражаются в кристально чистых озерах, а реки Пяндж и Вахш несут свои воды через плодородные долины. Это страна, где древние крепости и мавзолеи соседствуют с современными городами, а традиции предков бережно сохраняются. Тутовник – это лишь одна из многих нитей, которые связывают прошлое и настоящее Таджикистана. Он напоминает о том, как важно ценить природу, сохранять традиции и делиться мудростью предков. В тени тутовника под шум его листьев рождаются новые истории, которые будут передаваться из поколения в поколение. Тутовник – это не просто дерево, это символ жизни, истории и культуры Таджикистана.
Его ягоды, листья и кора на протяжении веков служили людям, а его образ вдохновлял поэтов и художников. Сегодня тутовник продолжает быть частью жизни таджиков, напоминая о том, что природа – это величайший дар, который нужно беречь и уважать. В Таджикистане говорят: «Тот, кто посадил дерево, оставил след вечности». Тутовник – это след, который оставили предки и который мы должны передать будущим поколениям.